привет! Расскажу, что у меня происходило за последнее время. Если вы меня смотрели, вы знаете, что ко мне прилетела мама из Украины. Это было в конце весны еще, но потом прилетел и папа. И так совпало, что как раз буквально мы купили дом, через неделю прилетел папа. Естественно, если бы мы жили в таунхаусе, нам было бы очень некомфортно, потому что там мало места, а в доме сейчас очень много у нас пространства, у нас только на втором этаже 5 комнат, поэтому места всем хватает, все круто. А также многие интересовались, как мне жить с родителями, насколько это сложно. Я вам скажу так, что у меня с родителями всегда были хорошие отношения, то есть у нас никогда не было конфликтов. Мне абсолютно нормально жить с ними. У меня родители очень такие, знаете, ненавязчивые, потому что самая основная проблема, мне кажется, бывает, когда родители слишком активно принимают какое-то участие в жизни своих взрослых детей и тем самым раздражают, создают проблемы, навязывают какое-то свое мнение, то есть у меня такой проблемы никогда не было. Также так совпало, что когда мы переезжали, как раз был такой сложный период этого переезда, много дел было всего, я заболела. И я думала сначала, возможно, ковид, потому что все выглядело так, словно у меня какой-то вирус, причем очень сильный, очень жесткий. Тест оказался отрицательным. Я лечилась какое-то время как от простуды, как от ОРВИ, и мне становилось только хуже. Я так лечилась 2 недели. Потом, когда я попала в очередной раз к врачу, выяснилось, что у меня сильная аллергия, но непонятно на что. Тест я сдавала там на какие-то аллергены, ничего они не выявили, поэтому для меня пока загадка. Я себя чувствую сейчас уже гораздо лучше, то есть у меня иногда бывает еще кашель ночью, вот. Это именно в ночное время так у меня ухудшается состояние, а так в целом я себя чувствую нормально, но проходило это очень долго. Женя сейчас тоже много работает, снимает клипы, и как раз-таки у него завтра съемки начинаются, у него как раз 2 клипа подряд. Сегодня он уехал уже на подготовку туда в студию. Кстати, он поехал с моим отцом, он взял папу, чтобы он ему там помогал с чем-то, то есть он ему дает работу еще, дает возможность зарабатывать деньги. Я бесконечно благодарна своему мужу, он очень много для меня делает, для моей семьи делает, безгранично его люблю. У нас сейчас 7 утра, я еду на съемку для каталога одежды, и это первая съемка, наверное, у меня за последний месяц, потому что то у нас был переезд, то я заболела и вообще не фотографировалась. Знаете, когда не снимаешься, и такой длительный перерыв, потом словно едешь на съемку первый раз, но мне это нравится, и здорово, что человек такое существо, что он может нарабатывать какие-то навыки, потом их восстанавливать, и это здорово. День обещает быть прекрасным. Мне на съемке настолько понравился чай, что я узнала рецепт приготовления, узнала, что нужно купить, и сейчас вам покажу, как он делается. Все очень просто, но при этом чай получается невероятно вкусным, ароматным, полезным, потому что там натуральные травы, и еще плюс супер эстетичным. Поэтому, если к вам придут в гости подать людям такой чай, я думаю, что они останутся в восторге. Смотрите, я взяла вот такой наборчик. Здесь 9 видов чая. Тут все что угодно есть, я просто беру понемногу от каждого, миксую, получается классно. Также я заказала розочки сухие, это просто для украшения и для запаха. Взяла вот такой розовый сироп, его нужно добавлять немного, он дает красивый розовый оттенок, также запах. Я наливаю совсем чуть-чуть, он дает немножко сладковатый привкус, но такой еле-еле. Так, это сейдж, он берется за основу для приготовления нашего чая. Единственное, что он имеет такой сильный специфический запах и вкус, поэтому с ним нужно поаккуратнее, не нужно перебарщивать. Если я не ошибаюсь, это шалфей. Когда вы будете готовить травяные чаи, то есть вы поймете, что имеет какой запах, вкус, и уже будете сами лучше понимать для себя, в каких пропорциях, что вам куда нужно класть.
Я вот вытащила сейдж из пакетика, вот так он выглядит. Я, кстати, читала про сейдж, он улучшает память человека, улучшает когнитивные функции, улучшает концентрацию внимания. То есть он, знаете, как аналог кофе дает такие позитивные моменты, да, как кофе, но в то же время без побочных эффектов, которые дает кофе в виде взбудораженности такой и много другого. То есть это гораздо полезнее. Я добавлю немного розы. Это белый персиковый чай. Это японский зеленый чай. Сразу такой запах пошел, вообще класс. Так, чай будет где-то настаиваться 10 минут, а я тем временем подогрею молоко. Я люблю класть овсяное молоко, его чаще всего использую. Вы можете класть, какое вам нравится. Для украшения добавляем розочку, и наш чай готов, можно подавать. Жень, я тебе принесла сейчас. Спасибо. Як тобі? Очень вкусно. Мы сейчас с Женей едем на рок-концерт, на группу Bring Me The Horizon. И я давно хотела попасть на рок-концерт, только буквально недавно разговаривала с подругой о том, что уже я хочу на рок-концерт. И вуаля! У нас, кстати, какой-то очень крутой билет. То есть мне только что как-то она объясняла, где мы можем поужинать. У нас там какая-то отдельная зона. В общем, я так поняла, это места для круга, так скажем, артистов, для каких-то друзей, знакомых, работников и так далее. Ну, прикольно. Сейчас посмотрим, как там все будет. Уже 100 лет не была на концертах. Последний мой концерт был... нет, была. Что я вру? Ладно, я была как раз-таки месяцев 6 назад я была на концерте. Those in possession of any illicit substances are advised to consume them now. Diagnostics check complete. Bring me the horizon with, and most importantly, be who you want to be. Los Angeles. Coming to watch us play. In fact, I need to come down there and show you some love. Мы вчера с Женей очень поздно приехали с концерта. Еще сегодня Женя рано утром уехал в другой штат на съемки. Расскажу предысторию, как мы попали на концерт. Еще очень давно Оливер, вокалист этой группы, он писал Жене о том, что ему нравятся Женины работы, что он хочет сотрудничать и так далее. Когда он прилетел в Лос-Анджелес с концертом, он написал Жене, пригласил его, чтобы потом еще после концерта обсудить с ним что-то, познакомиться вживую. Круто было, что после концерта мы пошли в такую комнатку, там были приглашенные друзья, знакомые участников группы. Это была такая небольшая вечеринка, где-то человек 30 было, все развлекались, пели в караоке. А потом, когда Оливер пришел, он там привел себя в порядок после концерта, мы с ним познакомились, поговорили. Он произвел впечатление такого очень приятного человека, дружелюбного, как мне кажется, такого открытого. И после чего мы, в принципе, сразу же поехали домой. Мы не оставались там надольше, потому что, как я говорила, Жене надо было рано утром уже выезжать, им надо было хоть немного поспать.
Вообще впечатление от концерта очень классное. Мне вообще безумно нравятся рок-концерты. Рок-музыка — это мой самый любимый жанр в музыке. Наверное, 80% песен в моем плейлисте — это рок-музыка. Я взяла родителей на пляж для того, чтобы они там просто побыли на океане, отдохнули, а я буду работать, а потом, когда съемка закончится, я уже их заберу. У меня еще сегодня маникюр нужно успеть. В общем, сегодня такой активный понедельник, хотя у нас сегодня праздник, Labor Day, государственный. И, наверное, сегодня будет, кстати, очень много людей на пляже, потому что все отдыхают, плюс очень жарко. У нас сейчас какая-то аномальная жара, так никогда не было, по 42 градуса. И я вот приехала сейчас в 7 утра, а на улице тепло, прям воздух такой теплый, душный, я бы сказала. Страшно представить, что будет днем. Мы когда приехали сюда рано утром, мы пошли сначала купили матчу, кофе, там папа пил, и мы стояли как раз вот в том месте, где я когда-то стояла, когда только война началась, и думала про то, боже, какой кошмар, я сейчас нахожусь под мирным небом, у меня все прекрасно. Я нахожусь в Малибу, в таком красивом городке, стою, вот тоже там я в кафе сидела, и думаю, мои родители сейчас находятся в опасности. И мне было так плохо, и я тогда просто взывала небеса, молилась о том, чтобы получилось привести родителей, хотя не знала еще, как все это организовать, не знала, каким образом это будет. И тут я нахожусь в той точке, когда я вместе с родителями, мы гуляем в этом Малибу и идем вместе на пляж. Это просто, ребят, какие-то непередаваемые ощущения. Я на самом деле не перестаю благодарить Вселенную, что все так круто сложилось. Я очень счастлива, очень благодарна. Ребят, я желаю всем, кто сейчас разъединен со своей семьей, чтобы поскорее все разрешилось и все обязательно наладится. Это 100%. Главное верить, и все будет круто. Женя сегодня остался дома, потому что он готовится к съемкам клипа, который будет уже вот совсем скоро, мы будем снимать. И я, кстати, в этом клипе буду сниматься. Я вам чуть позже подробности расскажу и покажу. Я очень давно вам не снимала какие-то обзоры, там не показывала покупки, одежду, косметику. Как-то не было настроения снимать подобный формат видеороликов, не до того было. И сейчас все больше и больше людей просят уже такой бытовой какой-то контент, нейтральный, чтобы можно было просто отвлечься. Поэтому в сегодняшнем влоге я вам покажу свои приобретения из косметики, из одежды, естественно, за последний месяц. Вот последнее, что я заказала, это был вот такой гель для умывания, очень классный. И знаете, самое крутое, что его так надолго хватает. У меня не было ни одного геля, ни одной умывалки, которой бы я могла пользоваться реально 3 месяца. То есть, ну вот представьте, это самое экономичное средство, которое я когда-либо встречала. Мне уже даже было интересно, да когда оно уже все-таки закончится. Также я заказала вот такой крем для лица от Biologic. Этот я заказала от пигментации, очень классная линейка у них. И очень классно сияет кожа лица после нанесения этого крема. Также заказала масло карите, либо еще оно называется масло ши. Это натуральное масло, без либо каких примесей. И мне оно нравится даже больше, чем там какой-то увлажняющий крем, потому что летом, особенно когда приезжаешь после пляжа, там солнца, кожа сухая, и это масло реально увлажняет. И кожа мягенькая такая получается, бархатная. Оно имеет специфический запах, поэтому лучше наносить все-таки, ну, вечером, там уже после ванны, после душа. И тоже оно очень экономично, его надолго хватает. А это недавно купила для волос себе новую штуку. Мне порекомендовала моя знакомая визажист. Это кератин. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Нужно наносить намытые уже волосы на влажные, держать 10 минут, помассировать, а потом смыть обычной водой, уже без шампуня. Стоит очень дешево, это 20 с чем-то долларов. Я очень удивилась цене, и что действительно за эти деньги этот кератин реально работает. Что касается одежды, очень здорово, что сейчас мама приехала, и она может меня нормально поснимать в этой одежде. То есть мне не нужно со штатива себя снимать, мучиться, и сейчас вам все покажу. Единственное, что по большей части это летняя одежда, потому что у нас такая жара еще, у нас вообще всю осень, это еще, можно сказать, лето.
Как вы наверняка знаете, уже давно в моде брюки карго. Я купила себе эти в Urban Outfitters. Отлично подходят для повседневной носки, ткань легкая, приятная к телу. Также в Urban я взяла несколько базовых топов. Это, собственно, то, что я чаще всего ношу. Эти босоножки от Джеффри Кэмпбелл тоже подходят для повседневной носки, они очень удобные, нейтральные, поэтому носить их можно с чем угодно. Например, с очень яркой одеждой, как этот комплект от бренда Мэшки. Подобные неоновые цвета сейчас очень актуальны. Также можно носить топ и юбку раздельно, с более классическими цветами, например, с черным или белым. От этого же бренда я взяла еще и вечерние платья в пол. Одно бежевого цвета, оно с огромным разрезом спереди и открытой спиной. Это просто беспроигрышный классический вариант того, как можно пойти в ресторан или на вечеринку. И точно такую же модель платья, но в другом, более ярком цвете для разнообразия. Босоножки на каблуке тоже от бренда Мэшки. Они удобные, и мне нравится, как они выглядят на ноге. Я заказала также комплект спортивной одежды. Бренд нашла случайно в Instagram. Мне понравился дизайн, так как я не встречала спортодежду с такими краями. И еще я заказала 2 одинаковых спортивных комплекта, только разного цвета, тоже от бренда Мэшки. Так как я веду достаточно активный образ жизни, занимаюсь фитнесом, мне много спортивной одежды не бывает. Как раз в этом спорткомплекте я пойду сейчас заниматься фитнесом. Хочу поехать в одно место природное, там красивый канал, вид красивый, свежий воздух. В общем, мне нравятся такие занятия на природе. Безусловно, если погода позволяет, а у нас еще классно. Но я думаю, что у нас начнутся похолодания где-то в ноябре, возможно, да, где-то так. У меня есть своя фитнес-платформа WISPENS, есть мобильное приложение для удобства, я по ней, собственно, и занимаюсь сама. В принципе, я помню все упражнения, программы, потому что я их составляла, большую часть из них. Но, тем не менее, все равно удобно использовать приложение, и, на самом деле это весело. То есть я занимаюсь, можно сказать, сама с собой, там еще есть другие программы тренировок, которые мне нравятся. Например, мне очень нравится Пилатес, сам классный тренер. И да, я просто включаю приложение и занимаюсь на природе, либо дома. Когда дома занимаюсь, то я вообще подключаю к телевизору, и тогда вообще круто, можно видеть все на большом экране, очень удобно. У нас есть множество программ тренировок. Это фитнес, пилатес, табата, йога, стретчинг, аэробика и многое другое. Также у нас есть рецепты, план питания и для людей, которые едят мясо, и для веганов, таких как я, для людей, которые не едят мясо. Множество классных рецептов. У нас есть аудиомедитации, которые позволят вам позаботиться о своем ментальном здоровье. Также у нас есть различные трекеры, подсчет калорий, возможность загружать фото до и после и смотреть свой прогресс, свой результат. Также у нас проходят множество марафонов. У нас есть целый раздел марафоны. Очень классные марафоны. Это марафон душевного равновесия, который мы записывали совместно с психологом. И последний марафон, который мы выпустили, это марафон по переходу на правильное питание. Он получился очень емким, очень крутым. Мы его записали с профессиональным нутрициологом. Поэтому, ребят, если вы еще не с нами, присоединяйтесь на платформу WISPENS. Ссылку я оставлю под этим видео в описании. Уверена, вам понравится.